Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Смотрим сегодня с вами ваш второй прогноз на декабрь 2024 года. Мы оценим, что вас ожидает, каким для вас будет месяц, чем он вас удивит, порадует и, в принципе, какие события наиболее вероятно произойдут. Поэтому подумайте о тех планах, которые себе запланировали на декабрь, и мы оценим, удастся ли вам их осуществить. Итак, что же у вас здесь? Основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами. Приступим. Итак, основные энергии месяца. У вас семерка жезлов. Это ситуация, когда вы будете отстаивать свои права, свои интересы, бороться за свое. Кто-то может отстаивать даже вопросы самодисциплины, формирования внутреннего стержня. Еще ситуация, когда вы устанавливаете внутренний щит, а именно работаете над иммунитетом, укрепляете ваше состояние здоровья. То есть кто-то, может быть, за счет режима дня, или там у кого-то гормональная терапия, у кого-то прием БАДов. То есть у каждого это свое. Но в любом случае, смотрите, по пажу монет, как правило, он символизирует у нас прием каких-то добавок. Это то, что укрепляет текущее положение вещей, ваше здоровье, и в целом вы ощущаете себя бодрее, энергичнее. Я раскрою вам этот аркан, и здесь по восьмерке жезлов это ситуация, когда вы будете прикладывать максимум усилий, чтобы быстрее решались какие-то вопросы. В особенности те, которые связаны с переездом, со сменой места жительства, с вопросами, может быть, получения транспортного средства или решение для себя вопросов мобильности, допустим, покупка автомобиля или там аренда автомобиля на длительный период. То есть все то, что сделает вашу жизнь комфортнее. Опять же, семерка жезлов и восьмерка жезлов – это как добиться какой-то информации, ответа по значимому для вас вопросу. И вы все сделаете для того, чтобы эту информацию вы получили в срок. Вопросы работы. Здесь шестерка жезлов. Ситуация прорыва, тот момент победы, триумфа, потому что это карта достижений, новых возможностей. И более того, сама по себе шестерка жезлов у нас зачастую указывает или работу дистанционно, или в нише логистики. То есть так или иначе для вас это будет как прорыв, победа или триумф. Поэтому здесь многие будут довольны теми результатами, которые они получат в конце года. Раскроем этот аркан для каждого из вас. Оценим в первую очередь ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает или работать не может. И что здесь? По аркану Дурак. Это может быть какая-то подработка или новый источник дохода, который вы будете развивать дистанционно. Плюс это могут быть денежные переводы от зрелых взрослых детей или от ваших родственников. Потому что, обратите внимание, одну колоду видите дьявол. Это ситуация, когда вы можете у кого-то находиться на попечении. То есть созависимая ситуация. Но тем не менее, все стабильно. Или если вы пытаетесь что-то начать свое, открыть какое-то дело, то это появится импульс, который вас будет и мотивировать, и стимулировать, прикладывать максимум усилий для получения необходимого результата. Смотрим с вами ситуацию для тех, кто у нас сейчас в поиске. И здесь по королеве монет это влияние женщины земной стихии, телец, дева или козерог, которая может поспособствовать вашему трудоустройству или повлиять на ваши мысли, на ваши планы, если вы пытаетесь открыть свою нишу или работать на самих себя. То есть создать вам вот эту вот базу, которая позволит двигаться вперед. И если вы наемный сотрудник, то шестерка жезлов и паж мечей. Это, знаете, тот момент, когда вы пытаетесь проанализировать, что необходимо для победы, для триумфа. Какой необходимо сделать рывок, чтобы добиться желаемого. То есть, когда нужно идти ва-банк, когда там найти подход к вашему руководителю или, в принципе, к вашему руководству. Как поговорить, как себя презентовать, преподнести, чтобы или там подняли оклад, или вас продвинули по службе. Здесь, поверьте, удастся. В особенности, если мы смотрим паж мечей и шестерка жезлов, как правило, это неформальная обстановка. То есть могут быть какие-то корпоративы или какие-то там, не знаю, встречи, семинары, бизнес-тренинги, так сказать, выездные мероприятия, где вы можете проявиться и найти этот удобный момент. Для тех же, кто владеет собственным делом, шестерка жезлов и туз чаш. Это карта развития, радости, подарков, шикарных отзывов от ваших заказчиков, клиентов, партнеров, которые довольны вашими товарами или услугами. Это ситуация расширения, когда вы можете
внедрять что-то новое. Ну, например, у вас косметология, вы покупаете новый аппарат, или вы там презентуете новый товар, или новую группу услуг. Ну, здесь прекрасные у вас ситуации, плюс это хорошая прибыль, и помимо всего прочего для вас могут быть неожиданные какие-то подарки от партнеров, от клиентов, от ваших заказчиков, то есть период, который воодушевляет. Оцениваем ситуацию с финансовой точки зрения. И здесь все потрясающе. 4 жезлов. Стабильность. То есть финансово могут помогать и близкие, и родственники, родные. Более того, финансовый план стабилен. То есть партнер, если таковой есть, помогает вам улучшить финансовое положение вещей. Для кого-то это может быть период прибыли или заработка от недвижимости, если вы сдаете ее в аренду. Неважно, она у вас жилая или коммерческая. И еще в позитивном ключе это могут быть траты, связанные с недвижимостью. То есть вы можете, допустим, приобретать недвижимость. Кто-то может продать и получить хорошую сумму денег. Но в любом случае вы будете здесь довольны по той ситуации, как она у вас будет развиваться. Здоровье. А вот по здоровью аркан башни. Я, безусловно, его уточню, но сразу же могу вам сказать, обращаем внимание на опорно-двигательный аппарат. Так, тем более здесь падает карта суд. Башня и суд. Это застарелая хроническая проблема, в особенности, если у кого-то есть межпозвоночные грыжи, или межпозвоночные протрузии, или проблемы с суставами. К сожалению, в декабре они могут дать о себе знать, поэтому, пожалуйста, внимательно отнеситесь к своему здоровью. Если необходимо, пройдите курс каких-то профилактических процедур или мер, направленных на укрепление вашего организма. Личная жизнь. А вот здесь колесница. Прекрасная карта, потому что это аркан развития, движения, новых возможностей. Для кого-то это знакомство в дороге, либо наоборот через интернет. У кого-то ситуация, когда вы можете съехаться и начать жить совместно. Для некоторых это совместный переезд, смена места жительства. Но в любом случае это активная фаза развития ваших отношений. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен. И здесь 3 монет. Итак, для кого-то это ситуация, когда на каком-то выездном семинаре, не знаю, корпоративе вашей корпорации или, может быть, какой-то бизнес-тренинг, съезд, вы можете познакомиться с человеком, с которым у вас завяжутся отношения. Если же вы состоите в любовных треугольниках, то аркан колесница и иерофант – это ситуация, когда вы будете двигаться соразмерно вашим морально-этическим ценностям. Из серии, если вы женаты или вы в браке, это может быть цель и желание сохранить семью и брак. И если же вы в статусе любовника или любовницы, это желание открыто нести свою любовь, свою преданность и стремление состояться в браке. То есть кто-то может взять предложение руки и сердца, а кто-то таковое может получить. Если вы в стабильном партнерстве, что у вас? По рыцарю чаш. Колесница и рыцарь чаш. Ну, во-первых, это может быть совместный отдых, поездка, шикарное путешествие, которое наполняет эмоционально. Опять же, как я говорила, для кого-то желание съехаться. У некоторых из вас может быть совместный переезд, смена места жительства, иммиграция. Ну и в положительном ключе это может быть ситуация, когда ваша семья покупает автомобиль, то есть становятся более мобильными или меняют автомобиль на какую-то лучшую марку для вас. То есть ощущение полноты жизни, счастья, радости, исполнения желаний. Это ли не есть позитив? И совет от карт. У нас на повестке дня аркан-отшельник. Несмотря на то, что якобы декабрь – это у нас такой месяц коммуникации, общения с друзьями, с близкими, с родственниками, совместно проводим праздники, но здесь отшельник рекомендует уединиться, знаете, как своей ячейкой общества или своим узким кругом знакомых, друзей. То есть это не какая-то гоп-компания, но это максимум, знаете, там собрались 2 пары, максимум 3. То есть очень-очень узкий, тесный круг общения, который соответствует вашим убеждениям, философии жизни, вашим биоритмам или образу жизни, как вы встречаете праздники, как вы их проводите. Потому что здесь акцент не на внешний шум, не на внешний какой-то пафос или мишуру, а здесь желание, знаете, провести как-то праздники комфортно, уединенно, закрыто, может где-то в лесу, в горах, далеко от всех. То есть, знаете, но при этом настолько от этого расслабиться, кайфануть и получить удовольствие. То есть, знаете, как быть наедине и с природой, и в то же время с узким кругом тех людей, которые для вас значимы, важны. Потому что идет вопрос как духовного обновления или очищения.
Поэтому действуйте. Ну и, конечно же, отшельник – это забота о родственниках старшего поколения, поэтому их также не оставляйте без внимания. Подарки, минуты совместного времяпрепровождения, для них это будет высшей ценностью. Посмотрим с вами неожиданность периода. Птицы, луна, дерево и здесь якорь. Итак, для кого-то состояться в союзе. Опять же, луна, дерево, бросить родовые корни на новом месте, укрепить отношения или укрепить союз. Еще совы, луна, дерево – это новое партнерское предложение, которое не только вас сплотит как коллег, как бизнес-партнеров, но это, знаете, больше, это даже как друзья, потому что тут фактически, знаете, как родственники, как члены семьи. И по дереву отношения, которые идут надолго. С точки зрения состояния здоровья, здесь много консультаций, много хлопот, перепроверки информации, анализов. То есть все то, что идет на укрепление вашего состояния, вашего самочувствия, вашего духа. А в целом, как я говорю, прекрасная неделя, месяц, прекрасный период, потому что совы, луна и дерево – это акцент на домашний уют, очаг, на ситуацию, когда вы уединяетесь от всех и вся и проводите время в комфортной обстановке. Пусть так и будет, так вам и закрою. От вас я ожидаю обратной связи по прошествии периода, поэтому не забудьте черкнуть пару строк. Вам закрываю все только в положительном ключе. Поэтому жду от вас энергообмена. Напишите, как отозвалась информация по факту. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.